Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Сегодня я вам расскажу, как правильно, а главное безопасно проехать перекресток с круговым движением в Испании и кто должен двигаться по обочине. Может ли по обочине на сегодняшний день, а это май 2024 года, ездить мотоцикл. Друзья, помните, что главное правило при въезде на перекресток с круговым движением – это убедиться, что вы никому не мешаете тем, которые едут уже по этому перекрестку. Они имеют приоритет, вы должны их пропустить, и только когда перекресток становится свободным, только тогда въезжать. Давайте посмотрим, как это правильно и безопасно делается. Таким образом, въезжая на перекресток с круговым движением, обязательно убедитесь, что вы никому не создаете помеху с левой стороны, кто движется уже по этому перекрестку с круговым движением. А теперь немножечко я расскажу о том, как ехать по этому перекрестку с круговым движением, то есть как держаться внутри этого перекрестка. Внутри такого перекрестка с круговым движением вам разрешается держаться в любом ряду, так же, как и заезжать, то есть въезжать на этот перекресток с любого ряда. Однако, когда вы хотите съехать с такого перекрестка с круговым движением, вам нужно заранее перестроиться вправо, включив поворотник направо, убедившись, что вы никому не создаете помехи. Соответственно, в приоритете те, которые движутся справа, вы должны их пропустить, включив поворотник, перестроиться направо и только с правого ряда съезжать, то есть покидать круговое движение. Помните, что выезжать с перекрестка с круговым движением необходимо только из правого ряда. Как говорили нам раньше, во всех, наверное, странах постсоветского пространства все инструктора говорили из правого ряда в правый ряд. Если вы развернете этот перекресток с круговым движением, то это окажется просто пересечение двух дорог. И, естественно, это логично, что из правого ряда надо поворачивать в правый ряд. Ни в коем случае не из левого ряда направо, то есть не из внутреннего кольца направо, мешая таким образом тем людям, которые едут по внешнему кольцу, то есть с правой от вас стороны, по правую руку от вас. Они имеют преимущество, как говорила наша профессора, по этому кольцу, по внешнему кольцу я могу ездить бесконечное количество раз, никто не имеет права мне сигналить, подрезать меня и всячески мешать, создавать аварийную ситуацию. Помните об этом, дорогие друзья, это безопасно для вас и для тех людей, которые едут рядом с вами по той же самой дороге и имеют преимущество.
Также хотела ответить на вопрос одного зрителя, который с негодованием писал под нашим видео, что мотоциклы уже 15 лет как могут ездить по обочине. Дорогие друзья, цикломотор, то есть мопед, и мотоцикл – это абсолютно разные транспортные средства. Я не буду вам рассказывать о том, чем они отличаются, но могу вам сказать, что правила гласят совершенно разные. Там, где может ездить и должен ездить мопед, там не имеет в некоторых случаях права ездить мотоцикл. Где? По обочине. Давайте посмотрим в книгу, которую нам выдавали в автошколе. Сейчас вы видите на этой картинке наглядно тот, кто должен, те транспортные средства, которые обязаны циркулировать по арсену, то есть по обочине. Здесь есть трактор, есть гужевая повозка, есть велосипед, цикломотор, то есть это не мотоцикл, это мопед, дорогие друзья, и транспортные средства, которые с пониженной мобильностью, также группа велосипедистов и транспортные средства, которые их сопровождает. Это все транспортные средства, которые могут и обязаны ездить по обочине, причем трактор до 3500 килограмм. Вот так вот, дорогие друзья, то есть мотоцикл на сегодняшний день, на май 2024 года, не имеет права ездить ни по каким обочинам. Они должны двигаться только по основной дороге, не в параллели с машиной, а строго за машиной. Правила пересматриваются, об этом я говорила, и, возможно, скоро они смогут обгонять по обочине с твердым покрытием не выше 30 км в час, и только тогда, когда дорога занята. Дорогие друзья, еще раз хочу сказать, что проезжайте, пожалуйста, правильно перекрестки с круговым движением, потому что вы создаете аварийную ситуацию. Наши друзья вот так пострадали, в них врезался автомобиль, потому что он неправильно двигался по круговому движению. Также нас неоднократно подрезали. И это первое, это очень важно, и полицей все время, то есть трафику все время это освещает эту тему, повторяет и напоминает. Это штрафы, если вы движетесь неправильно, если вы мешаете и создаете аварийную ситуацию. Также правильно двигайтесь по обочинам. Мы уже показали, кто должен двигаться там. Есть очень много нюансов. Лучше идти в автошколу, сидеть, изучать или читать книги, прорешивать ТОДО-тесты для того, чтобы точно знать, потому что нюансов очень много. Вот, поэтому стоит уделить этому больше внимания. Я поверхностно это рассказала, но самое главное, на таких обочинах действительно нельзя парковать свои автомобили на любых видах дорог. Если это Карретера Конвенциональ, то вы можете съехать там, где это возможно, вставать не на обочине, а все-таки съехать с этой обочины, за пределы этой обочины, потому что по этой обочине двигаются те транспортные средства, которые я вам только что показала. Таким образом, вы будете совершать помеху. Единственное, когда вы можете там встать, это когда ваш автомобиль вообще не едет. Вы должны его обозначить соответствующими треугольниками, вы должны одеть жилетки, вывести всех пассажиров из автомобиля, вы должны вызвать соответствующие ГРУ, вы должны сообщить о своей поломке, совершить необходимые действия, которые изучают в автошколе, что нужно, и таким образом обезопасить и себя, и других людей, которые могут двигаться по этой дороге, по этой обочине. И на самом деле, не знаю, как было 15 лет назад, но пару лет назад и сейчас именно такие правила действуют в Испании. Нету никаких разрешающих других норм двигаться по перекресткам с круговым движением. Бывают перекрестки со светофорами, тогда мы подчиняемся действию светофора. Если стоит агент, мы подчиняемся указаниям агента. Если же есть какие-то стрелочки, бывают такие, особенно во Франции, когда стрелка с левого ряда действительно показывает, что мы можем съезжать направо, но тогда вот эти два съезда, они как бы разделены, и мы все поворачиваем направо, то есть помехи никому нет. Мы должны знать правила, читать дорогу, подчиняться знаком или знаком агента, или знаком вертикалисом, синялисом, горизонталисом. Я думаю, что я вам достаточно подробно объяснила. Вы увидели картинки из учебника, вы увидели мультяшки, скажем так. Я вам это рассказала, вы увидели съемки из нашего автомобиля, как мы проезжали. Думаю, что это понятно. Надеюсь, что у вас не будет аварийных ситуаций, вы не будете никому их создавать. Всем удачи на дорогах. С вами был канал «Мы в Испании». Всем пока-пока и всего самого наилучшего.